Йоу, привет, ребят! Сегодня у нас интереснейший комплект из Китая. Мышь плюс клавиатура Rappu X1800S. Вообще, почему он появился на нашем канале? Потому что вы у меня почему-то спрашиваете, какой комплект купить для игры в GeForce Now игры, в Blizzard, или для тех игр, которым нужны клавиатура и мышь в Steam. По крайней мере, это вот именно я снимаю именно для тех, кто помешан на GeForce Now. А в чем вообще фишка? Именно почему беспроводная клавиатура, почему беспроводная мышь, почему вообще этот комплект? Да потому что обычно мы на нашем канале играем не на компах, мы играем на смарт-ТВ боксах. И это наша особенность. Поэтому мне захотелось выбрать более-менее качественный комплект, и мой выбор пал вот именно на этот Rappu X1800S. Меня прельстила цена и плюс прельстило качество этого самого продукта. Я просто сначала получил, открыл, попользовался, потом упаковал и думаю, ну покажу своим подписчикам, прикольная тема. Мне очень сильно понравилась компактность клавиатуры, но об этом чуть позже. Давайте его вскроем и рассмотрим, что же у нас есть в комплекте. Во-первых, приходит это дело запечатанное с мышкой. Мне оно досталось с батарейками, не обещаю, что у вас будет с батарейками, хотя должно быть. Вот такая вот мышь, она на донгле 2,4 ГГц. Сама по себе мышь ничем не примечательная, работает она от одной батарейки, которая была в комплекте, вот такого вот класса. Это вот у нас Эндал какой-то, ну прикольно, достаточно неплохие, кстати, батареи, мне они такие нравятся. Вставляем, закрываем, будем ее использовать, ложим мышь зачет. Ну, она обыкновенная рапушка, но правда 1000 DPI. У нас здесь даже написано, что здесь у нас 2,4 ГГц, вот у нас написано 2,4 ГГц, 1000 DPI, донгл, 12 месяцев это lifetime батарейки. Ну, что такое function? Это, наверное, то, что у нас есть какая-то функциональная еще дополнительная составляющая, не знаю. Открываем саму клавиатуру. А вот клавиатура мне понравилась больше всего. Я вам сейчас объясню почему. Потому что клавиатура у нас очень и очень компактная. А я сам по себе любитель компактных клавиатур, на которых при этом еще и полноразмерных. Полноразмерных — это значит, что здесь есть и сама клавиатура, и плюс есть цифровая панель. Но она практически без без каких-то рамок, у нее есть удобные ножки, то есть вы можете ее ставить на возвышение, и достаточно удобно печатать. Очень мягкая кнопка, очень мягкая, то есть меня вообще настолько прельщает. Вы посмотрите на размер этой клавиатуры, это полноценная клавиатура в таком формате. Что могу сказать? Дело в том, что сюда еще вставляется аккумулятор, вот. Не аккумулятор, а батарея. Та же самая батарея, их было две в комплекте, то есть мы ее вставили именно в этот специальный отсек. Она автоматически работает, и автоматически работает при подключении донгла в ваш Smart TV Box, либо в ваш компьютер. В принципе, будем тестировать, подключим такой себе мини-обзор, но это очень, по мне, так интересный вариант. Ссылки на клавиатуру, на разные источники для разных стран будут лежать в описании под видео. Также под видео есть еще кнопка подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить все то самое интересное, что мы для вас приготовили, да уже отсняли. Ну и конечно же в описании под видео есть ссылка на розыгрыш ценных призов, подарков, вернее на очередной розыгрыш, а вернее даже на условия очередного розыгрыша. Поэтому переходим, смотрим, очень много всего мы разыгрываем прикольного, а также у нас там есть ссылки на наши паблики. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же Bubblegum и Rappu X1800S на канале Технозон. Поехали! Клавиатурка-то моя подключена вместе с этой самой рапушкой маленькой. И мне так нравится этим управлять даже в режиме простого пульта. Дело в том, что клавиатура-то полностью совместима с NVIDIA Shield, а подключила я это именно к NVIDIA Shield. И меня интересовало, как это будет совместимо с платформой Android TV. Кнопки право-лево у нас работают как простой пульт. Alt-Tab у нас переключает последние приложения. Кстати, это работает даже на Mi боксах. То есть клавиатура с вот этим вот самым Alt-Tab, то есть она сможет переключать вот так вот приложения между приложениями. Вот скажем проще. Ой, я что-то запустил. Это удобно. Мышь работает, в принципе, как в режиме обыкновенной аэромыши. Но нам необходимо с вами для начала установить работоспособность ее в NVIDIA Games. Ведь именно для игр мы ее именно и покупали. Нам же интересно, как это работает в играх. Поиграю я в шутер, например, в Half-Life 2. То есть я зашел сейчас в GeForce Now, подключаемся. Кстати, видео про игры с GeForce Now лежит в описании под видео, кому интересно.
В библиотеку Steam я зашел с помощью клавиатуры и мыши без проблем. Но я вам скажу честно также, что на некоторых кастомных прошивках Android TV это может не работать. Именно что касаемо этого самого GeForce Now. Почему? Потому что неправильно видно, что-то в самой прошивке реализовано, не воспринимает он печатание на клавиатуре. Хотя в самой прошивке клавиатура работает идеально. Half-Life наш загружается. Сейчас будем пробовать. Мне все больше и больше нравится эта клавиатура. Единственное, мне немножко не нравится, как установлена вот эта вот кнопка Delete, но это в принципе сугубо такое дело. Кнопки очень мягкие, они хорошо подпружинены. Загрузим мою игру и побежали. И побежали, ребята. Работает это все просто-напросто шикарно. Сейчас немножко с вами побегаем, найдем хоть какую-нибудь фишку здесь и уже будем продвигаться дальше. В тестирование, слушайте, ну, вверх-вниз мышь срабатывает отлично. Чувствуется небольшая задержка GeForce Now, правда небольшая. Очень жалко, что сейчас в GeForce Now нет игр Battle.net, дабы поиграть с клавиатурой в тот же самый Diablo 3, либо в, допустим, тот же самый Hearthstone. Что, мне нельзя туда заходить? Что ты будешь делать? Что ты тут машешь, ты козел? Еще и получил, короче, тут по щам. Эх, надо выходить и попробовать нечто поинтереснее, чем этот самый Half-Life 2. Например, Borderlands. Давайте Borderlands попробуем. Я не знаю, хотя он больше оптимизирован под геймпад, если подхватить клавиатуру, вообще идеально будет. Слушайте, а заработало-то, подхватила и клавиатуру, и мышь, и все отлично. Только сильная у нас сенсивность этого самого дела. У мыши кейборд есть. Sensivity поставим ниже и Invert Look себе ставлю всегда. Играю только с инверсией. О, вау, слушайте. Вообще огонь. Мне нравится. Вот так вот мне поиграть на GeForce Now, на Nvidia Shield, да на любом ТВ-боксе мне очень сильно нравится. Давайте собачку какую-нибудь тут пришпандерим. Куда ты бежишь? Кстати, на геймпаде этих собачек задолбался проходить. А здесь как бы вообще вопросов нет. У нас пам-пам-пам. Пам-пам-пам. А вот с мышкой и с клавиатурой это в принципе очень даже реальная вещь. Целиться край удобно. Поэтому у меня вопросов нет. Короче, я так понял, что и клавиатура... А у меня нет. У меня... Твою мать, как я испугался. Слушайте, я честно говорю, что тут кирпичей в студии не навалял. Короче, это работает. А вот как она себя поведет в простых Android играх, это тоже интересно. Сможем ли мы, допустим, поиграть, например, в Dead Trigger? Или Worms Zone. Слушайте, обыкновенные Android игры. Вот реально я никогда не пробовал, но вот такой вот комплект я однозначно уже доволен, что я потратил на него деньги. Так, открываем. А нет, вот такая вот Android игра у нас, Worms у нас не поддерживается. Но это конкретно Android TV игра. И мы должны это тоже понимать. А вот Dead Trigger мне, честно говоря, интересно. Давай. Слушайте, а Tomb Raider. Да, Borderlands будет закрыто. Tomb Raider работает. Кстати, те, кто говорят, что его нет, он есть, но только на шильде. Но только на шильде. Мы сейчас пытаемся с этим что-то сделать. Я думаю, что-то решим. Хотя многие могут сейчас не поверить. Будут кричать эксклюзив для шильда. Когда-то мне не верили, что я Nvidia Games запущу на любом ТВ-боксе. И этот момент настал. Слушайте, мышь у меня подтянулась. Давайте, слушайте. Да, загружу последнее сохранение и попробуем с клавиатурой и мышью. Я там не могу волчков пройти, они меня задолбали. Потому что, слушайте, работает, все работает. Все эти игры. Так, настройки, раскладка управления, действия. Мне нужно рукопашный обой. Слушайте, класс. При этом и вторая кнопка мышки задействована, и первая. У меня претензий нет. Все, выходим. С Nvidia Games я понял, с GeForce Now играми, что мы здесь все отлично с вами поиграем на шильде с помощью клавиатуры и мышки. А вот мне интересно, например, Dead Trigger. Тоже шутер еще тот. Но во что мы действительно еще с вами поиграем, это сейчас переключимся на Yugus AM6. Давай попробуем играть. Нет. Android TV игры, конкретно закрученные под Android TV, не требуют геймпад. А вот что у нас может быть интересного, это на чистом Android, вернее на Yugus AM6. Мы сейчас загрузим Yugus AM6 и попробуем сыграть War of Robots. Вот так вот.
Мы уже на Югус AM6, и, кстати, здесь то же самое, точно так же работает клавиатура, как и на NVIDIA Shield. Давайте попробуем, вот у нас переключает последние приложения. Ой-ой-ой, зря зачем я это делаю? Нет, выходим с вами в главное меню и пошли с вами попробуем. У меня здесь установлена игра. Так, это Beach Buggy Racing. Нет, у меня должна быть установлена игрушка поинтереснее. War Robots. Охренительная игра. Вот Pixonic, вот именно она рассчитана на клавиатуру, на мышь. Это нечто. Вы играли в боевые роботы? Это... Кстати, я книгу когда-то читал. Читали книгу? Это тоже очень шедевральная книга для подросткового возраста. Так, клавиатура, мышь заработали. Давайте сразу в бой ринемся. И здесь показана у нас раскладка. Выбрать оружие. Tab это сменить панель. WASD это управление. Использовать способности стрельба из всех орудий. В принципе, управление очень даже понятное. Мобильность клавиатуры, кстати, меня очень даже устраивает. Мега круто. Ух ты, в меня стрельнули уже, да? Кто там такой у нас умный? Сейчас мы тебе устроим вырванные годы. Слушайте, работает. Работает, и мне очень сильно нравится. Давайте выберем второе оружие. У меня ракеты будут летать или не будут? Или они нафиг закончились? Так, выключить, включить. Поехали, 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 поехали стрелять. Ну, у меня как бы вопросов нет. Клавиатура очень классно реагирует на... О, ракеты заработали. Клавиатура очень классно реагирует на нажатие, то есть у нас практически нет input лага. С помощью этой мышки очень хорошо целится, очень мягко, то есть у нее достаточно нормальный DPI для того, чтобы поиграть в стрелялки. То есть здесь нет такого, там, знаете, как на дешевых мышках, там 300 DPI и целиться это просто какое-то извращение полное. Так куда ты бежишь, у вас без вариантов, мы ваших двоих уже вырубили. Давай, 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 поехали, поехали, дубасить его. Есть. Тройное убийство. Кстати, видели, я тут зафигачил троих. Здравствуйте, давно не виделись. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я что, здесь один ежик или что? Вообще, самый суслик в поле агроном. Видели, какой он раненый? Сейчас мы его, Не-не-не, это должен быть мой. Пойдет? Пойдет, ребят. Я 4 приколупасил. Красавчик. Что ж, готов пройти прорезюмировать данную клавиатуру. Ну, мне нереально нравится. То есть я вот серьезно... Что я могу сказать? Вот такой вот комплект RAPU, мышь плюс клавиатура, которые работают на донгле 2,4 ГГц. Они достаточно недорого стоят. Это хорошее, качественное исполнение, хорошо подпружиненные кнопки, достаточный заряд, как они заявляются, на хорошее время. Ну, я не знаю, практика покажет. Я потом, возможно, через время выпущу отзыв владельца там, по отзывам. Видели, какая у меня реклама на заднем фоне идет? Кто заходил на NeverSync в последнее время? Это ужасная реклама. Давайте куда-нибудь на Тьюбе зайдем. Не-не-не, мне не нравится. Вот эти вот батарейки, они мне нравятся. Это у нас Kendall, как или Kendall, хрен его знает. Они вроде как должны показывать заряд. И они показывают заряд там, по степени окисления реагента, хрен его знает, как они его показывают. Но мне это нереально нравится. То есть эта клавиатура заслуживает похвалы. Вот за ту цену, за которую она стоит, из Китая, по крайней мере, вы меня просили из Китая, я думаю, что это хорошая клавиатура, вернее, хороший комплект клавиатура плюс мышь, и мы настоятельно рекомендуем их. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.